А теперь с чистой совестью в отпуск. Тяжелый был год, правда? Но мы молодцы, выдержали. Теперь давай собираться. Опаздываем на поезд. О, наш. Готовь билеты. Я Пал Палыч, это моя семья, Лена и мой сын Иван. Здравствуйте. Меня можете звать отец Георгий. Вы тоже на отдых, как и мы? Мне маму нужно навестить. Давно не видел. Но я скоро буду выходить. Любите ли свою работу? Да, пожалуй. Это мое. У меня и родители в педагогике были, и прабабушка. О, вы потомственный педагог? Это не часто встретишь. Отец Георгий, мы сегодня видим, что люди часто меняют место работы. Например, приобрести новый опыт, связи и так далее. А преподаватели годами работают на одном месте. Как вы думаете, это хорошо? Как вы это оцениваете? Священники тоже часто не меняют свои приходы, остаются верными своему призванию. Особое признание получают те, кто из потомственных педагогов, священников, а также и других профессий. Верность семье сей, следование долгу, как бы ни казалось людям скучным, на первый взгляд, может быть не красочным, в долгосрочной перспективе приносит успех и свои привилегии. Так, например, у датской писательницы Карен Бликсен в одном из ее рассказов есть такая мысль: «Из всех путей приводит лишь один нас к счастью. Знай, то путь долго». Путь долго вытянулся прямо, вихляет тропка красоты. Так долгу следуя упрямо, и красоту обгонишь ты. А вы знаете, что сказано об учителях и педагогах в священных текстах? Напомните, пожалуйста. Не всякий делайся учителем. Это большая, педагогам дана большая власть. А значит, и спрос с них больше. Педагоги и священники формируют личности. У них есть такие инструменты, как слова и образы, поступки и привычки. Словом, можно поднять человека, а можно и погубить. Посмотрите, сколько вокруг людей страдают от неправильно подобранных слов или не сказанных в свое время добрых слов. Все начинается со слова. Помните, как в Писании написано: «В начале было слово», а дальше все остальное. Да, вы правы. Обдумывать надо свои слова. Такие понятия, как слово и поступок, связаны неразрывной нитью. Сам стараюсь и так учу, чтобы поступкам предшествовало обдумывание последствий. Кстати, и думаю, что мечты должны иметь конкретное воплощение, какой-то конечный результат. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Пал Палыч, вы так переживаете состояние современной педагогики. Я вам хочу сказать, что одни педагоги не справляются с воспитанием личности. Педагогам нужно сотрудничать со священниками. Другими словами, нам нужно стараться объединять наши усилия. Священнослужители всегда сопровождали учебные учреждения. Например, служители в часовне на территории Гарвардского университета благословляют начало учебного года и также окончание учебы. С интересом воспринимаются их лекции о смысле жизни, о целях, творчестве, о мотивации человека, о страданиях, о смерти, о том, как организовывать семью, чтобы это было радостным местом для всех ее обитателей. В учебных учреждениях учат, как быть счастливым. Всем хочется счастливой семейной жизни. А где и как научиться этому? Чтобы сделать успешную карьеру, учатся 5 лет. А чтобы создать успешную семью, учиться не надо. Молодой человек должен получить какие-то ориентиры, какие-то наставления. Согласен. Кроме того, сами преподаватели нуждаются в том, чтобы время от времени пересматривать свои идеалы и ценности. Всем людям, но особенно преподавателям, необходимо постоянно соприкасаться с истиной. Знаете ли вы, как за мгновение работающие в банке или на кассе определяют фальшивые деньги? Они
они долгое время изучают настоящие и нефальшивые деньги. Знание истины помогает отделить ложь и фальшь. Вот так определяются фейковые деньги. А истина? А истина у того, кто разделил весь ход истории на две части – до Рождества этой личности и после. Он говорил: познайте истину, и она сделает вас свободными. Имеется в виду от разрушающих мыслей зависимости. Человек получает духовные силы действовать правильно. Я бы посоветовал не отвергать, а познакомиться ближе с этими текстами. Как по-вашему, что общего между священниками и педагогами? В наших профессиях есть много похожего. Мы имеем дело с сознанием, личностью человека, целенаправленно формируем ее, вылепливаем ее как глину, учим добродетелям, помогаем стать успешным. Педагоги и священники должны быть обязательно доброжелательными, неравнодушными. Священники так же, как и педагоги, получают прочное гуманитарно-философское образование, охватывающее разные области знаний. Чтобы советовать человеку, направлять его, надо самому уметь глубоко чувствовать человека, его проблемы и особенности. Но есть и разница, правда? Есть и разница. Кроме того, что мы изучаем греческий, древнееврейский языки, специфические дисциплины и тексты, священник совершает духовные таинства – крещение, исповедь, венчание, причащение и другие. Эти действия имеют терапевтический эффект на личность и полезны для духовного развития человека. Отец Георгий, а если пригласить священника в школу, в высшее учебное учреждение, о чем мог бы поговорить священник со студентами или учащимися? Можно приглашать священнослужителей на большие праздники, Пасху, Рождество, с беседой об их значении. Попросите рассказать нас о том, как строить семейную жизнь, на каких принципах, о прощении, этике на работе, об обязанностях руководителей, об уважении к людям старшего возраста, как правильно относиться к соседям. Это очень помогло бы и студентам, и преподавателям. Кроме того, узнайте, что священники думают о роботах и роботизации, и стремительном освоении Марса. Дайте возможность своим студентам узнать разные точки зрения. Давайте содействовать действительно всестороннему развитию личности. Отец Георгий, вы кажетесь таким спокойным, уверенным человеком. О чем вы переживаете, глядя на современных людей? Вообще разные вещи тревожат. Но в настоящий момент я переживаю, например, о том, что сегодня на телевидении журналисты и блогеры, люди в соцсетях и в повседневной жизни используют сквернословие, матерную ругань. Это как бы вроде тренда. Дело в том, что ваши слова говорят о состоянии вашего сердца. Оно доброе или его надо, так сказать, очистить. Светлый, добрый человек не будет говорить зло. От избытка сердца говорят уста. Я бы рекомендовал избегать скверных слов и даже не слушать то, что наполнено гадкой речью. Это не приносит пользы. Это вредит вашему духовному здоровью. Кроме того, вы задумывались о том, что мат и мать имеют общий корень. Вы представляете, как проклинается понятие матери, давшей жизнь человеку? А нам всем сказано: почитай отца и мать. Речь, наполненная неприличными выражениями, характеризует человека несдержанным. В трудную минуту он не сделает правильный выбор. Не сильно рассчитывайте на такого человека. Слово и поступок связаны. Сквернословие заканчивается злодеянием и даже порой преступлением. Хорошо, спасибо за разговор. Скоро моя станция. Звоните, если что. Буду ждать нашего сотрудничества. До свидания. До свидания. Спасибо. И приятного вам отдыха. Потом вы с ним... Я не могу понять, что за пробелы. Дальше. А преподаватели годами работают на одном месте. Это паузы твои, ну, как бы естественность может. Ну, типа, при чем здесь, например, при объяснении лук? Чё? Ну, для Давай, чего да. меняют работы? Для чего меняют? А Хорошо. преподаватели на одном месте работают. Хорошо. 20 лет на одном месте. Хорошо это или плохо? Вот мы хотим узнать его мнение. Педагоги. Педагогики. Давай.
Не всякий делайся учителем. Это большая ответственность. Педагогам дана